Друзья, приветствую. Меня зовут Кунакбаев Рамиль, это компания «Лавия». Я хотел бы рассказать сегодня о услуге консультирования бизнеса. Мы живем в непростое время, ситуация вокруг, мягко говоря, меняется очень быстро. И то, что было нам понятным с точки зрения развития нашего бизнеса, куда катится этот мир, куда идут тренды, за несколько лет поменялось просто лавинообразно. И мы стоим перед выбором. Что же делать? Продолжать направление, которое мы планировали, начать новое, развивать эту линейку или отказаться в пользу какого-то другого варианта, смотреть на эти территории, работать с этими клиентами или развивать вот эту территорию с этими клиентами. Например, Европа, европейский рынок, на котором мы с вами существуем, работаем и развиваемся, претерпевает на наших глазах глобальные изменения. Европейское сообщество из флагмана мировой экономики плавно перемещается куда-то в серединку, и это в лучшем случае. Немецкая экономика, являющаяся локомотивом Европы, судя по статистике, мягко говоря, испытывает сложности. Европейские фонды, за счет которых питались очень многие проекты, они как бы худеют. В условиях, когда количество ресурсов вокруг нас становится меньше, необходимо уделять больше внимания вопросам стратегии развития, потому как если раньше можно было немножко промахнуться и, тем не менее, все равно, скажем так, иметь возможность наполнять бюджеты своей компании ресурсами, то сейчас очень важно чувствовать время, чувствовать тенденции, тренды, что происходит на рынке и что отзывается лично мне. Потому как мы все замечаем, что внешнее время, оно как будто бы летит. Время ускоряется. Вспомните, как мы жили 10, 20, 30 лет назад. Это был совершенно другой период, совершенно другое ощущение времени, совершенно другие перспективы. Можно было спокойно что-то планировать несколько лет, потом осуществлять. А если мы приобрели какие-то компетенции, они могли нас кормить, мы могли на них ехать достаточно длительное время. Сейчас ситуация меняется просто каждые полгода, даже бывает каждый месяц. И вот тут очень важно найти опору на себя внутри, на то, что для меня важно, что для меня критически важно. Потому как, когда я что-то делаю, но чувствую в этом именно какую-то страсть, какое-то вот свое, модное слово, призвание, предназначение, то даже переживая сложный период, даже переживая напряженный период, я устаю, но я испытываю от этого вдохновение и радость. Если же я занимаюсь чем-то, на что мне глубоко наплевать, но я при этом напрягаюсь, устаю, то меня это просто начинает разрывать изнутри. И я, что-то зарабатываю, я обеспечиваю семью, но я умираю как личность, я перестаю уважать себя, и я не получаю удовлетворения, не получаю вдохновения, не получаю вот этой энергии, которая помогает мне продвигаться дальше. И вот найти то, к чему бы я хотел прилагать усилия, то, на чем бы я хотел сконцентрироваться в ближайшие годы, очень важно. Обычно на моей практике выглядит так, что человек всегда находится где-то рядом с тем, что его интересует. Но это всегда чуть-чуть другой фокус, чуть-чуть другой вектор. И очень имеет смысл посмотреть рядом с собой, посмотреть вокруг себя, что в моей деятельности меня вдохновляет, а что доставляет мне неудобства. Как можно пересобрать то, чем я занимаюсь, чтобы по-новому это увидеть, чтобы получать вот это вдохновение, получать вот этот вкус к жизни. Потому что в условиях вот этой неопределенности, в условиях вот этой тяжести вокруг, очень важно, чтобы был вот этот источник энергии. Потому что если его нет, то наши глаза начинают меркнуть, нас ничто не вдохновляет, нас ничто не сильно интересует. Мы пытаемся забыться в каких-то сортах виски, каких-то сортах каких-то веществ, которые помогают нам расслабиться. То есть если мы испытываем вот это вот давление, которое нас начинает прижимать к земле, это значит, что мы что-то делаем не совсем то, не совсем так,
И как будто бы вот это давление, оно нас вынуждает что-то пересмотреть, что-то пересобрать в своей деятельности. И если мы это не делаем, то давление усиливается. Это как такой маркер, да, того, что нужно уделить время, нужно замедлиться, нужно посмотреть на то, что я делаю, и как-то пересобрать себя. Пожалуйста, найдите возможность подумать об этих вещах, которые крайне важны для вас, для вашей жизни, для вашего бизнеса, для ваших партнеров. Ну, а если возникнут вопросы, то милости просим. Мы оказываем консультации, которые проходят в виде таких неспешных бесед, да, потому как очень важно замедлиться, очень важно посмотреть спокойно, посмотреть внутрь, сделать небольшую ретроспективу, что меня привлекало, почему я вообще занялся этим бизнесом, что в нем есть ценного для меня, какие ценности у меня вообще, что я ценю в людях, что мне нравится в мире, от чего я балдею, что мне ненавистно, что меня раздражает. И когда мы об этом начинаем поговорить, мы пытаемся вместе с вами узнать, а кто вы, а какой вы, а про что вы, а что вообще вас вдохновляет, от чего у вас загораются глаза. Когда вы разговариваете с человеком, бывает такая, знаете, история, вы говорите с человеком о том, что, по его мнению, ему интересно. Но вы спрашиваете его, а он отвечает вам так вот: ну вот знаете, я вот занимаюсь зелеными книгами, вот мне нравится зеленый цвет, вот здесь такие буквы, как будто бы он говорит про то, что ему нравится, но в этом нет энергии. И вы начинаете говорить о чем-то рядом, про какие-то справочники, не знаю, про другие книги, про тетради, про фломастеры. И вдруг вы доходите до кисточек. И на ваших глазах человек расцветает. У него появляется блеск в глазах. Он начинает говорить вам про акварель, про то, что там, как это передает, вот это вот, как, не знаю, там какие-то импрессионисты. То есть меняется его речь. И вы, если посмотрите запись этой встречи, вы увидите, какое просто огромное изменение происходит в человеке, когда он начинает говорить про то, что ему на самом деле интересно. И вот наша с вами задача — найти то, что вам на самом деле интересно, и перезапустить то, чем вы занимаетесь, с учетом того, что вам интересно. Друзья, мы вас ждем. Спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы, ну и приходите на консультации. С вами был Рамиль Кунакбаев. Лавия.